Стива Джобса мы запомнили как основателя Apple. Пришел Стив Джобс и предоставил нам возможность по-новому взглянуть на этот мир. Он подарил нам не просто какое-то новое устройство, а новую операционную систему, новый способ коммуникации, взаимодействия. И мы запомнили его таким, как основателя Apple. Пришел Павел Дуров, и мы помним, знаем его как создателя ВКонтакте в первую очередь, и как мир его запомнит как создателя Телеграма. А Евгения Аминова, то есть меня, мир за что-то запомнит. Но запомнит он его в том числе как создателя Lifestyle. Lifestyle – это сервис, который позволит человеку прожить жизнь очень интересно. И часть этого сервиса называется Cashflow. Cashflow – это такой финансовый инструмент, который целиком и полностью основан на финансовой грамотности. И он позволяет сформировать вам вашу финансовую политику. И эта финансовая политика, она, собственно, в первую очередь зависит от ваших доходов. А теперь давайте откроем, собственно, само приложение и посмотрим, как оно работает. Итак, я открыл приложуху. Охрану можно подозвать? Доходы. Итак, первый мой доход – это, собственно, доступ к этому приложению. Он стоит 7 косарей, 7 тысяч. И у меня по одному клиенту в день. То есть вот так. Это 210 тысяч рублей. Cashflow. Итак, неплохо. Но, видите ли, тенденция развития человечества и эволюции, как в свою очередь, например, пришел в этот мир интернет и просто изменил этот мир, потому что это новый способ коммуникации и вообще мышления, потому что это стало возможно в силу технологического вот этого прорыва. Понимаете, мы живем в мире, особенностью вот этой матрицы, в которой мы сейчас находимся, главной особенностью заключается в том, что скорость передачи информации стала очень быстрая. В этом и очень много плюсов, и очень много минусов. Вот. И следующий доход, который имеется, это, собственно, заставки. Ну, то есть вот я, например, делаю заставки для роликов, беру за это 30 тысяч. И у меня по 4 клиента в месяц. Период планирования – это одно из основных понятий, которое необходимо для того, чтобы, собственно, чтобы пользоваться этим приложением. У меня месяц. И вот в месяц мне это приносит 120 тысяч заставки. И следующий доход у меня это гайды. Они у меня стоят 1000 рублей. У меня по 2 человека в день. Каждый день. И у меня эти 2 человека берут по 2 гайда. То есть это получается 60, 120, 240 тысяч.
гайды. Вот и все. Получается 60, 120, да. Получается, что мой финансовый поток, мои доходы составляют 570 тысяч рублей в месяц на данный момент. Прекрасно, давайте сделаем шаг вперед. Далее нам необходимо сформировать наши расходы. И первое, с чего я начну, это инвестиционный расход. Каждое первое число каждого месяца я 10% от своей суммы, которая сейчас 570 тысяч, то есть 57 тысяч я трачу на вот этот инвестиционный расход, на отдельную карту, и эти деньги я инвестирую. Это то, что делает меня богаче со временем. Следующий расход, который у меня есть, это амортизационный расход. И это уже не after the line, тот расход, который делает тебя богаче, а above the line, тот расход, который необходимый. Это программа минимум. Вот. И амортизационное отчисление у меня 5%. Ну, то есть, допустим, 25 тысяч. Вот так. Видите, мое сальдо или мой кэшфлоу уже 488 тысяч. Давайте пойдем дальше. Далее 20 тысяч я трачу на детей. У меня есть дети, да, поздравьте меня. Дети. И у меня есть автокарта. Блин, у меня специальная банковская карта, к которой привязаны все автоматические платежи. И это 50 тысяч рублей. Автокарта. И сюда у меня идет коммунальные платежи. Сюда у меня идут расходы на воду. То есть я не хожу с водой. Я пользуюсь компанией, которая доставляет мне воду домой. Вот это все включено в стоимость. То есть я программирую вот эту реальность. Все автоматические платежи. Налоги тоже туда идут. Значит, услуги связи. Интернет домашний, мобильный. Все. И это above the line. Пау! Все. Идем дальше. Значит, и у меня есть транспортная карта. Транспортная карта. Тоже отдельная карта. С кэшбэком, когда тратишь на транспорт, еще возвращается процент. И это 100 тысяч. И это у нас авиасообщение, это такси. Это у нас, в основном вот эти два расхода. Все, это у нас above the line. Пум. Идем далее. И еще у меня два расхода. Это подарки. Подарки — это after the line, это то, что делает меня богаче. Это у меня 15 тысяч. Богаче не только материально, а именно духовно. Вот. Я связываю два эти понятия, они на самом деле неразрывные. Вот. И еще у меня есть расход на рекламу. Это тоже after the line. Я трачу немного на это, 15 тысяч. Вот. Допустим, вот такая сформировалась у меня финансовая политика. А вот это окно сверху, оно необходимо для того, чтобы актуализировать наличку. И у меня это, допустим, 700 тысяч. Вот так. Вот, собственно, и все. И мы видим наше сальдо 288 тысяч. То есть по истечении вот этого периода планирования одного месяца у меня будет уже не 700, а 988. И я вот так вот актуализирую эту информацию. Понимаете? Время идет, а я богатею. То есть, потому что у меня четко
четкие доходы, четкие расходы, которые еще мне помогают. И все это в одном. И у меня есть это приложение, которое мне помогает, потому что в него вшита уже финансовая грамотность. Вот. И у меня есть еще активы и пассивы, ребята. Активы, то есть, например, квартира 7200, первоначальный взнос 2500. Здесь можно написать, например, 33 квадрата. Вот. Вот эти 3 комментария необходимы для того, чтобы написать то, что самое главное, что касается этого актива. Актив — это то, что можно продать, это то, что приносит тебе, может приносить тебе систематический доход. То есть я же могу сдать эту квартиру, и у меня будет доход еще. Далее актив — это биткоины, то есть BTC. И у меня это, допустим, 1 200 000. Вот. Пум, сохранили. И еще у меня актив есть, это сберегательный счет. 2 миллиона. Ой. Ну вот так. Все, пожалуйста. Пассивы. Пассивы — это некие кредитные обязательства. Например, автокредит. Давайте возьмем авто в кредит. Автокредит. Значит, сам кредит у меня 2 миллиона 500, например. Процентная ставка 8%. Период планирования 5 лет, 60 месяцев. И здесь сразу видно переплата. 541 тысяча. Вот сколько вы заплатите за покупку этого кредита. И выплаты, допустим, 45 тысяч. Паузу, сохраняем. Все, пожалуйста. В наши расходы, в above the line, в обязательные платежи добавился автокредит. И наш кэшфлоу уже немножко поменялся. Захотели, продали актив и актуализировали информацию. Пум, все, пожалуйста. Вот такой вот финансовый инструмент. И, собственно, на этом все. Ха-ха. Вот такой вот сервис. Мы его делаем с моим горячо любимым и уважаемым мной коллегой Олегом Пищиковым. Мы развиваем его каждый день. И я предлагаю вам стать частью этого проекта, этого сервиса, который обязательно поможет вам увеличить свой финансовый поток. Причем неважно, обеспеченный вы человек уже или нет. Это, если у вас там, если вы наоборот находитесь, все зависит от мышления, 100%. Поэтому если вы находитесь в точке нуля, да, вы там в пассивах все, там, в долгах, вы сможете выкрутиться из этого, потому что вы сможете трезво взглянуть на свою ситуацию, понимаете? А если вы наоборот уже там имеете $1 миллион, да, то это и уже достаточно раскачанный материально человек, то вам это тоже поможет, понимаете? Потому что вы, опять же, трезво смотрите на эту ситуацию, на свою финансовое положение. И, по сути, это приложение позволяет тебе взглянуть на свое финансовое состояние текущее. И только одно это уже позволяет, уже помогает. Помимо всех тех фишечек, которые в нем есть и добавляются каждый день. Тут еще много фишек на самом деле. И это приложение отражение моих мировоззренческих взглядов насчет посткапиталистического нашего будущего. Я считаю, что капитализм умирает. И не то, что я считаю, это факт. И про посткапитализм на самом деле неизвестно практически ничего, особенно на русском языке. Никто об этом еще не говорил. А я являюсь амбассадором этого. Посткапитализм — это жизнь по подписке, ребята. В нашем ближайшем будущем наши дети, они будут жить по подписке. Все будет по подписке. У меня закончилась запись почему-то. Сейчас все нормально со мной. Поэтому обращайтесь, пишите, пользуйтесь, остерегайтесь мошенников. Связь только со мной в Телеграме. Вот. Богатейте, развивайтесь материально. В деньгах нет ничего плохого, если они
добыты с достоинством, с тем, чтобы в этом есть действительная польза и помощь другим людям. Вот. Вот, собственно, и все.